Привет всем! В этом видео я покажу, как отремонтировать робот-пылесос. Вот модель Niata. Получается, это фирма, а модель я еще не выучил. Я его только сегодня купил. Получается, Niata Botvac D7 Connected. Вот такая вот модель. Короче, я его бэушным купил, продавали за 20 евро. Я написал чуваку, говорю, ну, как нерабочий, то есть он не включается. Вообще ни на что не реагирует, зарядку не берет, кнопка, ну, уже работает, я починил. То есть на кнопку тоже 0 реакции, он отдал еще в комплекте, еще запасная батарейка была, она тоже не работала. В общем, я сторговался за 15, купил, думаю, ну, попробую отремонтировать. А поломка оказалась вообще плевая, ерунда. При том, что я сначала порылся по форумам, поискал, думал, ну мало ли, может кто-то нашел решение. Да хрен там. Никто ничего не ремонтировал. Он, конечно, грязный, надо разобрать, почистить. Тут все в волосах. В общем, в чем суть проблемы? У него есть, как оказалось, болячка платы БМС. Потому что, я так понимаю, что сначала один аккум сдох, потом мужик купил второй аккум, потом он тоже сдох, и он решил сбагрить пылесос. Хотя оба аккума целые. В общем, я померил мультиметром. Напряжения нет с аккума. Пришлось снять оплетку. И с одного, и со второго, чтобы их запустить. Проблема в том, что когда робот-пылесос разряжен, его нужно ставить на базу заряжать. Если он какое-то время будет без зарядки и в разряженном состоянии, то ячейки еще чуть-чуть разрядятся, и БМС-ка, вот здесь стоит плата БМС, вот крышечка открывается, тут в оригинале крышечка вот такая, а здесь просто напихали уплотнительный, короче, такой вот поролончик. БМС-ка уходит в защиту. Тут БМС-ка, тут все компоненты, они с той стороны припаяны, то есть там куча разных резисторов, микросхем. Вот БМС-ка. И на выходе нет напряжения. Я разобрал. Мультиметром померил контакты. Вот плюсовой крайний идет. Вот крайний минусовой. То есть я померил, напряжение было 9 вольт. Хотя минимум должно быть. Если 3 вольта на ячейку, то это 12. Тут 4S. Аккумулятор и 2 последовательно. Должно быть 12. В общем, я взял iMax. У меня обычный вот такой iMax, не оригинальный. Нормально работает. Подключил. Аккум начал заряжаться. Зарядил его, но все равно на выходе вот здесь на фишке напряжения нету. Здесь красный плюс и черный, они два вместе, вот два черных, но они тут вместе спаяны. Два черных это минус. Померил, нет напряжения. Плюс разрывается, вот идет плюс с аккума на БМС, и потом плюс идет уже на пылесос. Вот тут он разрывается. Но я думаю, проверю сам пылесос и закоротил плюсы напрямую, чтобы плюс пошел сразу на провод. Включил, пылесос работает. То есть дело в БМС-ке. И когда я убрал перемычку назад, то БМС-ка начала работать. Потом я проверил на втором аккуме. Такая же ерунда. Когда БМС-ка по разряду ушла в защиту, то ее уже не зарядить. То есть аккум не заряжается в пылесосе. Потому что пылесос не видит аккумулятор, так как БМС-ка отключила его. И не подает сюда на фишку питание для заряда. То есть вы ставите на зарядку, но не работает. В общем, я беру эту же перемычку. Вот просто кусок проволоки я припаивал между двумя плюсовыми контактами. Плюс, который идет на питание пылесоса, и плюс от плюсовой клеммы ячейки. Я их просто коротнул. Пошло питание на БМС, и БМС запустилась. И одна, и вторая. И два аккума получилось абсолютно полностью нормальных, с нормальной емкостью. То есть я уже сегодня зарядил один, второй. Включил, он поработал, покатался, все пропылесосил. Аккумы оба полностью нормальные. То есть, чтобы его включить, просто нужно сюда подать питание. 4S аккумулятор это 16,8 вольт. То есть можно просто с зарядного какого-то другого, либо с зарядного, который идет в комплекте, напрямую, мимо пылесоса, плюс-минус, то есть черный минус, красный плюс. Подать питание, БМС-ка включится,
и зарядиться. Но если не будет включаться, то, конечно, нужно будет зарядить. Я сюда просто крокодильчики сюда ставил на плюсовую клемму. И вот сюда вот минусовая идет. Плюс-минус я подключил, оно чуть подзарядилось. И потом я уже собрал и поставил назад. В общем, просто нужно подать внешнее питание, чтобы БМС-ка запустилась. Вот так. Ну, теперь мне придется оплетку назад уже придумать. Я думаю, скотчем обмотаю его и назад поставлю. Вот. Осталось его почистить, вынять вот эту щетку. И тут намотана куча волос. И можно пользоваться. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем пока.